Прощать ли измену или принимать ли измену? И да, и нет. Сейчас я покажу вам механику, процесс, как все это устроено и работает, а дальше вы уже сами будете решать. Измена– это инструмент познания мира, людей, а в первую очередь, конечно же, себя, как и все остальные, как и забота, добродетель, предательство и так далее. Измены, как и предательств как таковых, не существует. Это нейтральные действия. Но мы подключены к коллективному бессознательному. Мы живем в обществе, которое определило, что такое измена. И теперь измена– это, все человечество знает, что это боль, страдания, ревность, это депрессия, стресс и так далее. И все это находится на уровне выживания низкой частоты. И плюс картинки возникают, что какой-то человек с другим человеком и так далее. Теперь все человечество знает, что такое измена, и это теперь вшито в нашу матричную решетку, и теперь это прописано, вшито в нашу коллективное бессознательное, откуда люди черпают всю вот эту информацию, все общество оттуда ее черпает и напитывается и познает. А теперь давайте пойдем глубже. Оглядитесь вокруг себя, что вы видите. Все, что вокруг вас, все, что вы видите, все есть энергия. И не только то, что вокруг вас, но и вы тоже. Мы все с вами, все есть энергия. Но не только энергия, но и информация. И информация плюс энергия образуют частоту. И мы с вами вибрируем все на разных частотах. И поэтому с кем-то нам комфортно общаться, с кем-то некомфортно. Кто-то может нас выдержать, кто-то не может выдержать и так далее. Человек потребил в течение жизни определенную информацию, какой-то контент, и он стал ею. Эта информация, так как в большинстве своем люди подключены к коллективному бессознательному, и они живут неосознанно, они просто потребляют и становятся, вот они берут эту частоту и становятся этой же, то есть они потребили информацию, стали ею и транслируют теперь миру себя этой информацией. То есть через свои поступки, через всю свою энергию, через свое проявление они показывают всю ту информацию, которая в нем, и ту чистоту. Теперь этот человек на этой частоте находится, и он использует, у него в кармане, так сказать, условно говоря, будут находиться те инструменты, которые соответствуют этой частоте. И если он использует инструмент измена, то эта частота соответствует его. Он совершил этот поступок, потому что он когда-то напитался этой информацией, когда-то он решил для себя, что это нормально, так можно делать, или это способ манипулировать, или это способ еще что-то. То есть он напитался, и теперь он использует этот инструмент для познания самого себя, для познания силы, для познания там еще чего-то. То есть этот человек нашел свой инструмент. Такое происходит, когда вы осознаны, а ваш партнер не осознан, такое бывает. И если вы понимаете, вы видите, что этот человек все еще находится, он пытается вас втянуть в эти игры, точнее, даже не он сам, а его программы, он даже сам не осознает, что происходит. И он пытается вас в это втянуть, но вы выше этого, вы это переросли, или вы даже вообще вне этого всегда были, этот человек просто либо от вас отвалится сам, либо здесь вступает ваша свобода воли. Вы сами можете проявить волю и просто не принимать этого человека. Что происходит, когда человек осознает, что он совершил? Осознание происходит не тогда, когда он испугался, что он потеряет человека, или когда он испугался, что он там что-то произойдет с ним. Осознает, что это не его инструмент, это не его путь, ему это не интересно, ему это не хочется этого делать. Когда он это осознает, он перестает изменять. Пока он не осознал, он возвращается к этому инструменту. Поэтому люди, которые изменили, почему про таких людей говорят, что они продолжают изменять? Потому что они не осознали. Поэтому они возвращаются к старым инструментам. Когда они не осознают, они просто дают заднюю. Они как бы испугались,
что от них может уйти человек или там их там что-то кто-то накажет, они дают заднюю, но при этом они продолжают, у них продолжают вот эти желания возникать, они продолжают об этом думать, возможно, они воображают, возможно, если это даже не прямой физический контакт, это контакт через вот виртуальный или какой-то через воображение и так далее. Либо он просто меняет этот инструмент на другой инструмент, который, например, мошенничество или обман, или какой-то еще соответствующий этой частоте. Человек, не осознавший одну частоту, не осознавший одно проявление свое, не может, все еще находится на том же уровне, все еще находится на той же частоте. Что происходит, когда он осознает? Что вообще такое осознание? Осознание – это когда вы очищаетесь, ваше знание становится чистым. То есть вы не получаете что-то извне, вы, наоборот, сбрасываете то, что не ваше. Наоборот, вы очищаетесь от того, что было к вам прицеплено, от того, что было вами впитано неосознанным в возрасте или в неосознанном вашем потреблении какого-то контента или информации. Вы когда-то что-то потребили, но вы забыли, что вы это потребили, и оно в вас проигрывается, и оно заставляет вас что-то делать. Но вы позволяете этому заставлять, это вы как бы не совсем тут, вы одно целое вместе с этим, но вы не осознаете этого. И когда вы начинаете осознавать, вы очищаетесь, ваше сознание становится чистым, программа уходит, и вы расширяетесь. В этот момент происходит изменение вашего состояния, ваших привычек, вашего поведения, ваша речь становится другой, вы начинаете использовать другие выражения, вы по-другому, другой контент начинаете потреблять, и даже могут измениться ваши вкусовые привычки в еде. То есть, понимаете, когда человек осознает, он очищается, он со стороны кажется, что он меняется, но на самом деле это не изменение, это возвращение к себе. Он очищается, он становится тем, кем он всегда был, но он забыл, потому что он всегда был под вот этим влиянием бессознательного, коллективного, вот этих программ, которых он потребил и под которыми он все время был. Вот был под этим вот снотворным и все время проявлял не себя, а проявлял именно вот эти программы. Они проявлялись через него, и он служил здесь марионеткой, он как бы отдавал свое тело, он отдавал свою волю этим программам. Но когда он начинает осознавать, он освобождается, он пробуждается. И тогда он перестает, он забирает свою волю себе, он забирает свою энергию себе. И тогда инструменты, частота также меняется. С повышением осознанности, с расширением себя повышается частота его. И тогда он расширяется, и он видит лучше, он видит шире, он видит больше. И то, что для него помощь, для другого человека, со стороны может показаться, что это жестокость, но на самом деле он видит, что в данный момент времени ему это нельзя, и если это сделать, это будет медвежья услуга. А другой человек может видеть его, как он проявляет жестокость, надо ведь ему обязательно помочь, но нет. Не всякая помощь – это помощь. Когда человек осознает, он повышает частоту, и тогда он использует другие инструменты, и он даже инструменты меняет частоту. Он выходит к себе, возвращается к себе, выходит из коллективного бессознательного, меняет частоту инструментов. Такой человек становится спокоен, он уравновешен, его речь становится более ясной. И такой человек, он не пойдет не будет использовать инструменты какие-то там такие, чтобы можно было подколоть или подковырять или что-то в этом роде. Он использует уже совершенно другие методы и совершенно по-другому идет подход. Он уже напрямую общается, он напрямую говорит, что он чувствует, он уже становится честным с самим собой и с людьми.